1996 году первый президент России Борис Ельцин дал подчиненным задание – найти для страны национальную идею. Вот скан выпуска российской газеты за 30 июля 1996 года. Автору лучшей идеи обещают выплатить 10 миллионов рублей, что по курсу 1996 года составляет аж $2000. Но не газетными конкурсами едиными. Целый год специально отобранные Ельциным люди работали на бывшей даче Сталина в Кунцево над формулировкой некоего постулата, девиза, мысли, которая могла бы объединить такую большую и такую неоднородную страну, как Россия. И вышли ни с чем. Тогда они не знали, что преемник Ельцина, Путин, не только продолжит эти поиски, да еще и попытается найденное сделать священным граалем пропаганды, но и проделает за следующие 22 года своего правления долгий путь от борьбы за развитие экономики через православие и сталинизм к гомофобии, как главной ценности и вообще ценностной установки для России 21 века. Давайте проследим этот увлекательный путь сегодня. Откуда вообще взялась эта навязчивая мысль во что бы то ни стало найти национальную идею России? Благодаря биографу Ельцина Тимоти Колтону мы, по крайней мере, можем судить, зачем она была нужна предшественнику Путина. 12 июля 1996 года, после победы на президентских выборах, Ельцин обратился к своему предвыборному штабу. «Новой России, — сказал он, — в отличие от Российской империи и Советского Союза, недостает национальной идеи или национальной идеологии, и это плохо». Президент попросил всех подумать об этом и пообещал проверить результаты через год. То есть Ельцин, который много лет был профессиональным партийным работником, просто не привык жить без идеологии. Скорее всего, даже не представлял, как вообще такое возможно. Но не только он. То же самое можно сказать и про всех россиян, на глазах которых распался Советский Союз. Буквально вчера мы всей страной строили коммунизм, а сегодня на месте разорившихся заводов открываются супермаркеты. Так еще и на смену привычным объединяющим ценностям коллективизма приходит прямо противоположный – индивидуализм и личное благосостояние. Такие стремительные перемены пугали и граждан, и людей во власти. Оно и понятно. Легко представить, как огромная страна начинает разваливаться на части. Не столько по внешним причинам, сколько из-за отсутствия идейного клея, объединяющего без малого 190 народов, проживающих в 89 субъектах федерации. Более того, в отсутствии новой идеологии россияне стали пытаться вернуть старую. На парламентских выборах 1995 года и вовсе победу одержали коммунисты под предводительством Зюганова. Он имел все шансы выиграть и президентские выборы 1996 года, только чудом удалось этого избежать. Так что мотивацию Ельцина легко понять. Ему, по-видимому, хотелось дать россиянам какую-то общую вдохновляющую цель, которая затмила бы идеи коммунизма и позволила бы идти в будущее без оглядки на прошлое. Но как найти этот волшебный мотив? На что он вообще должен быть похож? Может, это должна быть всеобъемлющая экономическая доктрина, наподобие марксистско-ленинистской теории? Или наоборот, это должен быть емкий девиз из 3-4 слов, как «свобода, равенство, братство», который остался у французов со времен революции? Этого никто не знал. И тут-то главные мыслители страны столкнулись с первой трудностью. По сути, перед ними поставили задачу, как в старой народной сказке: «Пойди туда не знаю куда, принеси то не знаю что». Поэтому в следующие годы все пошли кто в лес, кто по дрова. Вот только малая часть предложенных вариантов. Народовластие и свободный труд. Быть первым всегда и во всем. Мы не хуже их. Моя любимая. Речь про экономическое развитие страны, но тем не менее. Мы не хуже их. Историзм, обустройство, духовность, демократия. Пушкин. Вот прям так исчерпывающе. Пушкин. Сделать народ собственником природных ресурсов. Вдохновляет? Заряжает патриотизмом? Видимо, не особо. Все эти странные наборы слов даже на предвыборный слоган не тянут. Не говоря уже про национальную идею. Да, во французском революционном девизе тоже всего 3 слова. Но это 3 слова с историей. Говоришь «свобода, равенство, братство» и сразу представляешь борьбу за независимость, революцию, национальную трагедию и национальную победу, изменение социального строя и те новые ценности, которые были сформированы в обществе. Российские же мыслители переняли форму, лишив ее содержания. Ну вот, например, что такое историзм в качестве национальной идеи? Какой смысл вложен в это слово? Это имеется в виду, что всей страной надо начать изучать историю? Или вот Пушкин. Что Пушкин?
Да, он поэт, не только национальной, но и мировой величины. Его можно назвать гордостью страны, ценностью, но уж никак не нашей национальной идеей. Стоит отметить, что попытки выразить национальную идею более осмысленно все-таки были, хотя и у странных граждан. Например, вот Геннадий Зюганов вывел такую формулу из 4 компонентов. Желание иметь сильное государство, спасение самобытной русской цивилизации, социальная справедливость и демократия. Но в целом идея оказалась настолько сложной в создании, что, например, лидер ЛДПР Владимир Жириновский вообще выступил против ее поисков. А будущий духовник Путина архимандрит Тихон Шевкунов намекнул, что заморачиваться с конкретной формулировкой вообще не обязательно. Любую, говорит, идею можно сделать национальной, была бы на то государева воля. И телевизор, забыл добавить он. Спустя годы можно смело сказать, что Шевкунов был неправ. Вот, например, идея войны с Украиной так и не стала ни национальной, ни народной, хотя государственная воля и телевизор все присутствовало. Значит, все-таки нельзя взять с потолка какую угодно мысль и вживить ее всем в головы, даже имея миллиарды на пропаганду. Чтобы национальная идея прижилась, нужно отстроить ее от имеющейся идеологической базы или хотя бы не жонглировать абстрактными противоречивыми ценностями. Но о какой последовательности может идти речь, если сам Путин представляет национальную идею то в виде высоких темпов развития экономики, то как патриотизм, то как борьбу с нумерацией родителей и гей-пропагандой? Неудивительно, что всем этим философам, мыслителям и политтехнологам не удалось выработать какую-то единую идеологию. Да и заняты они всю дорогу в основном угадыванием желаний Путина, а не учетом настроений россиян. А что вообще такое национальная идея? По мнению философов и историков, национальная идея – это такой комплекс смыслов, которые объясняют, какой путь нация проделала в прошлом, почему существует сейчас и куда хочет двигаться в будущем. Национальная идея должна давать человеку повод для гордости, а также объяснять какие-то его особенности, например, через культуру или темперамент. Говоря языком маркетинга, национальная идея – это уникальное торговое предложение народа окружающему миру и самому себе. Вот, мол, есть мы неповторимые, прошли долгий исторический путь и займем исключительную нишу в будущем. И вот сложность первая. В России, как я уже упоминал, живет порядка 190 народов. Если уж стоит задача объединить страну, нужно искать какой-то стержень, который связывал бы всех граждан, будь то бурят, чуваш, русский, татарин, ненец, чеченец или еврей. Какую-то общероссийскую идею. В общем-то, база для этого есть. Советский Союз оставил России многообещающее в этом смысле наследство. Единый язык, единую историю. Добровольная и принудительная ротация молодежи на долгие годы обеспечила положение, когда в каждой семье есть родственники и друзья, или в отдаленных регионах, или вообще в соседних странах. А госзаказ и плановая экономика привели к тому, что даже личное прошлое у нас общее на всю страну. Неподъемный стол-книжка, цветочный абажур на кухне, ковер на стене и ватный Дед Мороз под елкой. А еще благодаря в том числе советскому кинематографу у нас общий культурный бэкграунд. Когда говоришь где-нибудь «какая гадость это ваша заливная рыба», все вокруг понимают, о чем ты, даже если никакой заливной рыбы рядом нет. Ну или когда совершенно незнакомый тебе человек без малейшего знания французского понимает тебя, когда ты произносишь слова «Monsieur, je ne mange pas ce jour». То есть, получается, для национальной идеи не хватало всего-то картины общего процветающего будущего. Но ее не так-то сложно нарисовать, и попытались. Но обещали всякого. Мол, войдем в 5 крупнейших экономик мира, победим демографический кризис, и средняя зарплата будет $4500. Чем не вдохновляющий мотив продолжать жить и работать именно в своей стране? Уже с такими исходными данными можно было бы начинать пытаться будить в россиянах чувство самоценности и единства. Но только есть один нюанс. Любой идее нужно время, чтобы устояться в головах. Ее недостаточно просто сформулировать и объявить. Нужна систематическая работа с аудиторией, постоянное напоминание о том, почему мы вместе и как здорово, собственно, что все мы здесь сегодня собрались. Но вместо систематической работы над, в общем-то, не такой уж и плохой идеей благополучной жизни и повышения уровня благосостояния, российская пропаганда, словно в горячке, начала метаться и 20 лет металась за Путиным от одной крайности к другой, на бегу меняя методички. Сначала все было про экономическое развитие, рост благосостояния и такие сугубо материальные, и совсем не такие плохие, ну и довольно безобидные ценности.
С экранов телевизоров и газетных передовиц транслировались отчеты о росте ВВП, привлечении инвестиций, борьбе с инфляцией, укреплении рубля. И славненько. Ни о какой религии и скрепах речи тогда и близко не шло. Вот буквально в 2010 году сайт Орской епархии задается вопросом, а верующий ли вообще у нас президент? А уже в 2012 году, после скандального выступления Pussy Riot, Путин решает, что ему совсем не помешает поддержка церкви и верующей части населения. Поддержка и правда была нужна. Путина обвиняли в махинациях на выборах, по стране прокатилась волна протестов, любых недовольных происходящим россиян стали называть либералами, а церковь как раз выступала против либеральных ценностей. Можно сказать, идеальный ситуативный союзник. Так у России появилась новая концепция. Вместо экономического развития – православие. К черту материальные ценности, высокие зарплаты и экономический рост. Вперед за ценностями духовными! Патриарх Кирилл стал звездой телеэфиров и героем новостей. А власти начали со всех сторон поощрять церковь и все, что с ней связано. Чиновничья номенклатура научилась ходить на службы, администрации городов стали выделять самые лакомые земельные участки под строительство храмов. Фактически у церкви появилось свое лобби в правительстве, хотя номинально по Конституции Россия так и осталась светским государством. Дошли даже до поддержки казачества как боевой православной единицы. Таким образом, в 2012 год Россия вошла с президентом, пытающимся усидеть на двух стульях. С одной стороны экономическое и научное развитие, с другой православие и самодержавие. И может ему удалось бы найти между ними какой-то компромисс, как делают лидеры многих католических стран, если бы его внезапно не понесло в третью сторону. Еще раз подчеркиваю, все это происходит в рамках всего-то навсего 10 лет. Использовав потенциал церкви для укрепления своих политических позиций, Путин переключился на новую идею. Его захватила история Советского Союза. Может, фильм какой посмотрел? Причем не как список свершившихся фактов, а как широкое поле для совершенно разнообразных оценок и наиболее удобных трактовок. Да и сами факты можно при желании немного подправить, чтобы лучше вписывались в картину. Дошли эти правки истории до совершенного абсурда. Вот, к примеру, создание Советского Союза по Путину – это хорошо. Но что у республик де-юре были равные права, в том числе право выхода из Союза, это плохо. Это мина замедленного действия. Гонение на церковь – это плохо, а вот коммунистическая идеология напоминала Путину христианскую – это хорошо. Ленин, с одной стороны, конечно, плохой, потому что по Путину опять-таки создал Украину, да еще и дал ей право уйти. И тем не менее, сносить памятники Ленину нельзя, а то мы придем и вернем их на место. При всем при этом Николай II, Ленин и Сталин сделали Россию великой. Но сталинские политические репрессии – это плохо, и никаких оправданий им быть не может. Но мемориал мы все-таки закроем, а то они что-то много говорят о репрессиях, что-то нам это не нравится. С экранов телевизоров и газетных страниц россиянам регулярно выдавали новую трактовку исторического прошлого. Сегодня мы говорим, что главная ценность России – христианство, завтра, что мы скучаем по СССР, послезавтра, что СССР – это такое новое христианство. Потом у нас Ленин плохой, потом хороший, потом Сталин плохой, ну или все-таки хороший, потому что выиграл войну. Если одну неделю не слышал новости, считай, пропустил еще 5 версий. В результате, в поисках национальной идеи, объединяющей всю страну, власти добились невозможного. Им удалось лишить страну общего прошлого. Вся многочисленная аудитория государственных телеканалов за последние 10 лет разделилась на сторонников и противников этих взаимоисключающих трактовок, кому какая ближе. Есть только одна точка, в которой сошлись все версии прошлого – победа в Великой Отечественной войне. И хотя трактовки этого исторического периода как в прессе, так и в голове отдельно взятого Путина могут сильно расходиться, отрицать сам факт победы невозможно. Но одно дело признавать, что да, победили ценой невероятных героических усилий и огромных потерь, и совсем другое – кричать можем повторить и превращать праздник со слезами на глазах в массовые гуляния с рассказами о том, как мы весь мир в труху. Путь из точки «скорбим и не допустим повторения» в точку «повторим и мало никому не покажется» Россия под управлением Путина прошла за неполные 10 лет. Это как раз тот лозунг, после насаждения которого мы оказались там, где находимся сейчас. Но и победобесие не стало знаменем общенациональной идентичности, а проходит скорее по линии добровольно-принудительных номенклатурных мероприятий. В итоге вместо простой и понятной национальной идеи мы получили какое-то чудище Франкенштейна, сшитое из разнородных мертвых идей.
Вот эта рука у нас от православия, вот эта нога от коммунизма, голова у нас от самодержавия, а жопа в экономике – это наша собственная. Пропаганда какое-то время еще пыталась этого монстра оживить, а потом просто плюнула и стала выдавать случайные нарративы без какой-то единой стройной линии. Пока у Путина не появилась новая любимая тема – традиционные ценности и скрепы. В 2012 году Путин поставил российскому обществу страшный диагноз – дефицит духовных скреп. Была расшифровка, что же это за скрепы такие? По Путину это милосердие и сострадание. Согласитесь, звучит совершенно не по-путински из сегодняшнего 23-го года. Словно речь ему писал, например, я. При этом какого-то серьезного повода обвинять россиян в отсутствии милосердия и сострадания не было. Погибших в авиакатастрофах оплакивали, пострадавших в стихийных бедствиях поддерживали, да и в целом человеческая жизнь ценилась. Так что обвинения в недостатке эмпатии россияне восприняли, если не как плевок в лицо, то, по крайней мере, как какую-то непонятную чушь, на которую не стоит обращать внимания. В итоге идея провалилась из-за полнейшей абстрактности и оторванности ее творцов от контекста. Путин сказал скрепы, а россияне превратили это в мем. Неловко получилось. Начались какие-то стыдные попытки объяснить, что же такое скрепы, что это не смешно вовсе. Бесплодные, как и попытки найти национальную идею. Было непонятно, то ли речь про сохранение девственности до свадьбы, то ли про Пушкина опять, то ли пломбир вкусный был. Черт их разберет. Тогда пропагандисты пошли иным путем. Убрали из контекста слова «милосердие» и «сострадание» и заменили их на такие же абстрактные слова «традиционные ценности», под которые при желании можно подвести все что угодно, хоть домострой, хоть гомофобию. На последнем мы порешили. В 2013 году в России началась активная операция по дегеификации. Мы не знаем, кто первым обозначил такой курс, зато вполне очевидно, почему именно он так пришелся по душе Путину. Его личность сформировалась в подворотнях ленинградских рабочих районов, на каких-то, более-менее уголовных понятиях. И на принятых там, понятиях морали. И теперь это хулиганище строит политику страны по понятиям на культуре насилия и нарочитом мачизме. Он, конечно, еще ни разу публично геев петухами не называл, но, честно говоря, если назовет, это никого не удивит. Пропагандисты же быстро подсуетились, сделав борьбу с пропагандой ЛГБТ лицом тех самых скреп. Пазл сложился. Чем опасны геи? Они разрушают скрепы. А что такое скрепы? Это то, чему угрожают геи. Все логично и не придерешься. Под эту схему вообще можно все что угодно подвести. Почему у нас испортились отношения с Европой? Так там же геи. А чем они нам помешали? Они разрушают наши скрепы. Или чем плох закон против домашнего насилия? Он разрушает скрепы. А зачем нам такие скрепы? А чтобы не было геев. Понятно, что в этом логики никакой нет. Но как-то так строилась риторика пропагандистов. Задача у них была непростой. Им пришлось граждан, которые, например, отлично относились к группе тату, убеждать, что ЛГБТ чуть ли не главная угроза выживанию России. В 2019 году Путин создал новый флагман традиционных ценностей. Перед вами лишь малая часть заголовков, посвященных без преувеличения важнейшей проблеме россиян, если судить по частоте ее упоминаний в СМИ. Родитель номер 1 и родитель номер 2. Причем, заметьте, они все за разные годы. 19, 20, 22. И это мы даже до второй страницы Гугла не дошли в своих поисках. Эго зацепило человека. И ладно бы из-за какого-то действительно резонансного события. Но у Путина случилась фиксация на совершенно проходной новости. Вот она. Во Франции в начале 2019 года парламент изменил формулировки в школьных документах, чтобы однополые пары и опекуны не ломали голову, как им обозначать себя при подписи. Речь шла о разрешениях на экскурсии или графиках посещения занятий, в общем, о малозначительной бюрократической заморочке, которой парламент заниматься не должен. Об этом, кстати, еще тогда министр образования Франции говорил, мол, такие вопросы вообще к сфере законодательства не относятся, нашли что обсуждать. Да и в России в куче подобных бумажек прописаны именно родитель или законный представитель, а не мама и папа. Потому что школе нужна информация о взрослых, ответственных за ребенка. Это могут быть мать и отец, или мать и отчим, или вариант однополой семьи, чаще всего встречающийся в России, мама и бабушка. А кто там с кем, в каких конфигурациях и когда спит, это школу не интересует. В Европе, конечно, слова и тем более понятие «мама» и «папа» никто не отменял. Вот только Путина заклинило на этом инфоповоде настолько, что он использует его уже как оправдание войны в Украине. Прям так и говорит.
Мы захватили Херсон, чтобы не допустить там всяких извращений. Не наш это путь. Риторику Путина подхватывает и РПЦ, оправдывая войну борьбой с проведением гей-парадов. Если вы не понимаете, как вторжение в соседнюю страну может избавить Россию от сексуальных меньшинств, а главное, зачем, не расстраивайтесь. Этого не понимает никто. Так что же спустя 20 лет? Чем увенчались поиски национальной идеи? Ничем. Спустя 20 лет единственное, в чем Путину вместе с пропагандой действительно удалось убедить людей, так это в том, что на все их идеи вообще не стоит обращать внимания. Что даже ваш вчерашний ужин пробудет с вами дольше, чем очередная мысль политтехнологов проживет в повестке. Что единственная полезная для мозга стратегия, которая сэкономит вам нервы и время, это полностью игнорировать все, что они предлагают. И уж точно нет смысла кидаться кого-то любить или ненавидеть, а уж особенно ненавидеть по их указке. Людей настолько достало это жонглирование абстрактными ценностями, что очередной упрек из телевизора, мол, вы живете не так, даже обсуждение в интернете не вызывает. И мемы на эту тему перестали делать. Людям настолько плевать, что даже шутить про это не хочется. А это наивысшая форма безразличия. Да, путинская власть искренне верит, что народ можно объединить не ради чего-то, а против кого-то. Путин пытается продать россиянам презрение к европейским ценностям как объединяющую идею, то паразитируя на ностальгии и имперском величии, то пугая расширением НАТО и вымышленной русофобией вымышленного коллективного Запада. Но это, к счастью, не работает. Не работает, во-первых, потому, что не может в 21 веке национальной идеей быть чего угодно фобия и сбоку бантик. А во-вторых, потому что люди не могут долго дружить вопреки и назло кому-то. Даже если 8 лет подряд рассказывать, как вокруг Отечества сжимается кольцо врагов. Даже если этих врагов ежедневно расчеловечивать. Россиян вон целый год накачивали ненавистью к украинцам, а они в новогоднюю ночь в центре Москвы под «Ще не вмерла Украина» танцевали. Людей, к счастью, не мотивируют абстрактные пугалки. Люди устроены сложнее. Людям необходима вера в будущее и возможность это самое будущее планировать, а главное влиять на него. А нормальному государству нужны ответственные и инициативные граждане, которые будут строить планы на будущее. В январе покупать путевки на август, а в июне подбирать развивающие кружки и секции для своих детей на следующий учебный год. Которые будут находить смелые и неординарные решения, где бы ни работали. Государству нужны талантливые художники, поэты, писатели, которые будут свободно критиковать власть и страну, ведь это самый эффективный способ отследить проблемы и сделать жизнь лучше. Государству нужны мечтатели, которые будут вдохновлять окружающих, и прагматики, которые будут шаг за шагом воплощать эти мечты в жизнь. А вот что точно не нужно России, это разобщение граждан, призрачные традиционные ценности, насаждение насилия и ненависти, которое разъедает общество изнутри. В общем, все то, что Путин укрепляет в России последние 20 лет. Поэтому, если и пришло для нас время найти национальную идею, то поиски эти не будут трудными. Ориентиром может стать все, что Путин старательно уничтожал все эти годы правления. Это признание ценности человеческой жизни и незаменимости каждого человека. Это равноправие всех граждан страны, независимо от их пола, возраста, национальности, вероисповедания или сексуальных предпочтений. Это неукоснительное соблюдение прав человека и верховенство закона. Это право голоса и возможность быть услышанным. Это работающие социальные лифты и социальные институты, равные возможности для всех и каждого. Это уважение к истории как к свершившимся фактам, вместо использования ее для манипуляций. Повышение уровня жизни россиян. Это, в конце концов, гарантии таких перспектив, с которыми можно строить долгосрочные планы на будущее. Все эти идеи обречены на провал в путинской России. Забота о гражданах и их интересах – это в путинской России крамольно, вредно и вообще представляет угрозу режиму. Но зато нам с вами это все точно подойдет. До завтра.